3 раза в день навязанное, что надо есть завтрак, обед, ужин. Для тела это ужасные нагрузки. Сегодня в выпуске человек, который считает, что путь к себе лежит через тело. Но не через спортзал или массаж, а через полное голодание. Алла Воронкова разработала собственную систему каскадного сухого голодания. Что мы на самом деле ищем, когда отказываемся от еды, и как отличить путь к себе от новой иллюзии? Подкаст «Состояние». С гостями я обсуждаю, как, поддерживая свое эмоциональное и физическое состояние, можно создать финансовое состояние. Подробный конспект этого подкаста будет в моем телеграм-канале, так что можете прямо сейчас перейти, сразу подписаться, чтобы не потерять. Алла, есть какое-то отличие между голоданием и очищением? Если есть, то какое? На самом деле очищение организма существует много-много разных способов, начиная, опять же, от клизм, там всяких, очищений кишечника, потом условное голодание, вот известный метод по Марве Оганян, когда пьют там отвар трав, соки, опять же, делаются клизмы. Ну, такой уж он известный, я о нем не знаю. Да? Ну, зожники знают. Кстати, кто знает, пишите там в комментариях, знаете ли вы этот метод. Так вот. Кто прямо сейчас делает клизму, как там Оганян? Пишите в комментариях. И, или у них руки заняты? Они смогут написать? Нет, в клизме руки свободны. В общем, есть методы, которые связаны с очищением отдельных органов. Опять же, очищение печени, очищение кишечника, очищение там, почек. И все это, в общем-то, отдельно. Да? А голодание – это тоже, можно сказать, очищение, но оно на клеточном уровне работает. То есть это полное очищение всего организма на клеточном уровне. Не по органам, а целиком всех систем. Когда человек идет на, так скажем, очищение, на чистку, идет на голодание, он какую цель преследует? Это про тело или все-таки больше про мысли, про голову? Цели на самом деле у всех разные. Кто-то идет, чтобы похудеть, почиститься. Кто-то идет, чтобы почувствовать ясность в голове. Но это те уже, у кого, скорее всего, опыт какой-то был. Потому что изначально люди воспринимают любую практику голодания как диету. Но по факту это вообще не так, и по факту они получают в итоге намного больше, но если они делают это грамотно, потому что голодать тоже можно по-разному. Есть 100-500 различных вариантов, методов, и как любой инструмент, человек может использовать его либо как тупую диету, хотя это вообще не диета, и просто там снижать себе вес таким образом, заставляя себя, используя силу воли там, и так далее. Либо это может стать, конечно, инструментом к раскрытию потенциала, к увеличению энергии, ясности в голове, вдохновению, инсайтам, ну и вообще в целом соединению со своим телом, давая ему возможность как раз к регенерации, к восстановлению, к омоложению. Можно ли голодание отнести к некому такому экстремальному способу прийти в крутое состояние и к ясности, так скажем, в голове? 100% можно, если знать как, во-первых. А во-вторых, это не сильно экстремальный способ, если использовать, каскад 1.1. Это не про экстрим и не про страдания точно. Вот какие-то длительные виды голодания, они по-другому, конечно, работают. Что такое каскад, условно, там, вот, короткими, простыми предложениями, чтобы это понял там, школьник, десятиклассник? Угу. Каскадное сухое голодание – это практика по очищению перезагрузки организма, которая заключается в чередовании дня еды с днем сухого голода. То есть один день едим, пьем растительную пищу только, другой день голодаем насухо, не едим и не пьем. И таким образом мы чередуем в течение 30 дней. То есть получается у нас 15 дней еды в месяц и 15 дней сухих. И сухой день здесь составляет минимум 36 часов. Это 2 ночи и день между ними. Потому что по ночам мы и так никто не едим, да, и получается вот 36 часов. Кто-то прекрасно ест по ночам. Ну, это, конечно, да, бывает. Кто-то нас сейчас ночью смотрит, он 100 пудов к холодильнику раз в 2 сходил. Ну, если хочется не есть. Чисто логически я подразумеваю, что есть люди, которые там слышат об этом методе. Вот я даже сейчас слышу, там, не пить. Я такой думаю, а смог бы я, да? Все-таки есть, наверное, аудитория, которая, слыша это, воспринимает это как некую крайность, типа не пить вообще воду, да? Есть такие? Многие, да. Даже вот тогда что ты говоришь таким людям, кто, условно, он хочет изменений, но он не верит в крайности? Угу.
Многие люди боятся, да, что без воды будет плохо, страшно, сложно и так далее. Но по факту сухой день переносится гораздо легче, чем день на воде. То есть есть люди, которые голодают на правильно воде. понимаю, у тебя сейчас сухой день, ты ни разу к стакану не Я не пью, притронулся. кстати, на эфирах, да, что-то мне не хочется. Когда у нас сухой день, организм работает на выведение, то есть система пищеварения не работает, то есть нет чувства голода вообще. То есть это гораздо легче, чем голодание на воде, когда система пищеварения работает, и вот эти вот ощущения все неприятные в теле есть. Плюс голова может болеть и так далее. Сухой день переносится намного легче. Вот те люди, которые голодали на воде, а потом пришли на каскад, все как один в конце пишут, что это небо и земля, и насколько я сейчас люблю сухой голод, и насколько это на самом деле легко. Если просто человек меняет режим питания, скажем, там, не знаю, что с ним может произойти? Часто это через насилие делается. Будет ему чуть полегче. Каких-то сильно кардинальных изменений, скорее всего, не будет. Опять же, если через насилие, то у него потом будут откаты. Он все равно будет постоянно... Я против борьбы с собой вообще в любом виде. Поэтому все, что через борьбу, оно либо временно, либо, на самом деле, разрушает психику и потом как раз приводит к откатам. Чтобы этого не было, нужна полная вообще гармония с собой, а никакой борьбы. С точки зрения биофизики ты это как-то объясняешь? Легко. На самом деле в наше время такой массовый культ еды, и это изобилие всего, и это 3 раза в день навязанное, что надо есть завтрак, обед, ужин. Для тела это ужасные нагрузки. Нагрузки, в принципе, из-за такой частоты и количества еды, а во вторую очередь нагрузки от того, что много химических компонентов в еде, эти всякие добавки, вода некачественная, воздух там загрязненный, и, в общем, куча всего. И плюс продукты обмена самого организма, все это накапливается год за годом. И если бы, как люди у нас некоторые говорят, организм сам очищается, мы же ходим в туалет. Так вот, если бы все само очищалось, у людей не было бы лишнего веса, неприятных запахов там от тела, изо рта, от ног, еще чего-то. То есть люди думают, что это норма, это вообще не норма. Не было бы преждевременного старения, не было бы ожирения, этих всех проблем с телом и болячек не было бы, если бы тело само все могло выводить. Но в какой-то момент оно уже устает все выводить, токсины накапливаются, соответственно, это очищение, когда мы даем отдых телу, через день даем отдых от пищеварительных процессов, даем возможность человеку вообще не заедать свои эмоциональные состояния, потому что едят люди в основном, когда скучно, грустно, плохо или просто так удовольствие получить. Получается, что тело очень начинает радоваться. То есть это проявляется прям физически в состоянии радости, когда человек, просто проходя каскад, просыпается утром, и его прет. Он прям радостный, как в детстве. Когда в детстве просыпался, чувствуешь прям новый день сейчас. И кайфовая такая радость внутри. Вопрос мой про биофизику. С точки зрения биофизики, почему радость происходит? С точки зрения ты биофизики, понимаешь? когда мы разгружаем от токсинов организм, соответственно, прибавляется энергия. Когда у нас меняется микрофлора, а у нас там определенное питание, только растительное используется, и это, естественно, в комплексе с сухими днями меняет микрофлору кишечника, желудочно-кишечного тракта. И это помогает, то есть, во-первых, гораздо лучше усваивать все полезные вещества, которые человек ест в день еды. Почему у нас проходят все дефициты? Гемоглобин, там у тех, у кого анемия, восстанавливается гемоглобин. Без мяса на растительном питании через день. Те, у кого там еще какие-то проблемы были там с микроэлементами, тоже восстанавливаются, потому что усваиваемость всех веществ в разы усиливается. Из-за того, что очищается желудочно-кишечный тракт, и, соответственно, начинает лучше все усваиваться. И, само собой, сжигаются лишние жиры, токсины, аутофагия включается, та самая, которая помогает расщеплять старые больные клетки, и организм день за днем в таком накопительном режиме начинает функционировать намного лучше, то есть восстанавливает свои резервы. Гомеостаз как-то связан с тем, что человек начинает себя лучше чувствовать в момент, когда он ограничивает себя в чем-то?
А что ты понимаешь под словом гомеостаз? Когда организм наш самостоятельно адаптируется под внешние какие-то обстоятельства и функционирует в какой-то промежуток времени на собственных ресурсах. Тут даже не в этом дело, что он адаптируется. Он жадно как будто бы ждет, когда ему дадут отдых от этой постоянной конвейера с перевариванием еды. Потому что человек, когда ест каждый день по 3 раза в день, у него процесс пищеварения вообще не останавливается. То есть днем он ест, это все переваривается, ночью это все усваивается, потом утром начинает выводиться, а человек снова ест, и это все работает 24/7 без отдыха. И вот когда мы отдых даем ЖКТ, как раз организм перенастраивается на выведение. То есть работает уже не усвоение, да, а выделение всего, что не нужно. И он сбрасывает вот этот балласт, и тело на самом деле всегда радуется в каскаде. То есть страдать может голова, но это как бы отдельная история, да, привычки, а тело, оно всегда кайфует. То есть если вот телесно слушать тело, да, то в каскаде у тела прям очень ресурсное состояние. Официально, как бы, если мы говорим про биологическое устройство человека, то получается, что у нас диабеты, ожирение и все проблемы, они связаны в первую степень, как говорит наука и медицина, с перееданием и малой подвижностью. И есть много примеров, когда люди едят ерунду, но при этом они не выходят за рубеж колоража, они худеют. Соответственно, нет ли тут подмены понятия, когда мы говорим о том, что голодание – это способ очиститься и способ избавиться там, от токсинов, когда там биологически у нас печень, почки за очищение отвечает, по сути, да? Вот, я выступаю сейчас в первую очередь не как, знаешь, ханжа какой-то, я выступаю как человек, который поставил себе цель в жизни поднимать людей по состоянию. Меня смотрит моя аудитория, и я перед ними в ответе ту информацию, которую там транслируем, в том числе с каждым из гостей. Поэтому я тебе сейчас буду задавать вопросы, возможно, они где-то будут некомфортные, но мне самому интересно прояснить это. Когда мы идем в дефицит чего-либо, в том числе питания, у нас в организме понижается уровень глюкозы. Глюкоза отвечает у нас за работу головного мозга. И когда у нас физически понижается уровень глюкозы, то организм начинает чувствовать эйфорию. Ту самую, которую в практиках различных люди, которые не разбираются, они могут это воспринимать как Божью благодать, так называемую. Понимаешь, да, о чем я говорю? Вот. Соответственно, а легкость ли это от того, что люди просто не едят? Может быть, это просто гормональный всплеск у нас внутри организма, который нас так будоражит? Ну смотри, в первую очередь я не теоретик, я практик. Все вот эти теории КБЖУ, я их не признаю, считаю, что это вообще на самом деле чушь собачья, которая к нашему телу вообще не имеет никакого отношения. Почему? Потому что нет никаких норм, не может быть никаких норм, кроме того, что тело просит. То есть я учу, во-первых, человека в первую очередь, чтобы он на выходе научился интуитивно питаться, интуитивно пить. Не вот эти 2-3 литра в день воды пресловутые, которые навязывают людям, а они слепо выполняют, считая, что это как бы нормально. Но если ты не хочешь, если тело не хочет пить, то все, что ты делаешь, это насилие над телом. Считание вот этих калорий, вот эта вот вся ерунда, она ничего общего не имеет с живым телом. То есть это теории. Это теории, в которые люди верят, которые люди применяют, чего-то там получают. Вот все нарушения, про которые ты говоришь, они по здоровью, да, по ожирению там, и так далее, они только в определенном каком-то проценте зависит от питания и образа жизни. Большая часть, она в голове. То есть это прям 100% мой практический опыт. Я же наблюдаю за людьми, в том числе я вижу, с чем они приходят, что происходит с ними в процессе и что происходит с ними на выходе. И это, и без смены мышления все это превращается в диету, как раз ту самую, после которой человек там потихонечку начнет есть. Поэтому, в принципе, я еще раз говорю, да, как любой инструмент, его можно использовать
с умом, а можно, ну, тупо посидеть на диете, выйти и пойти есть. А любая диета – это насилие. То есть я вообще не принимаю и не признаю никаких диет, потому что они, опять же, не учитывают реальные потребности тела. То есть все идет от головы. Человек себе поставил цель, хочет похудеть, садится там на что-то, мучается, выходит, срывается, нажирается больше и в итоге имеет все эти проблемы обратно. Без смены мышления и привычек это не работает 100%. Потом, стоит ли это воспринимать как эйфорию от гормонов и так далее? Ну, то есть есть теория гормонов. Окей, пусть она есть, там, изучают люди, нормально. Но смотри, на практике, как ты это назовешь, что, например, в сухие дни у людей столько энергии, что они, во-первых, переделывают дела за полгода в один день. Они, например, просыпаются рано без будильника, чувствуют силы, радость жизни, начинают там пробежки делать, в общем, какие-то физические активности, потом идут на работу. С работы, значит, она приходит, начинает делать какие-то домашние дела, энергия все прет, сил много, пойду побегаю, пошла побегала там несколько кругов, пришла, только туда успокоилась, легла спать. Кто на еде может похвастаться такой энергией? Ну, мало кто. Я с тобой согласен, что при дефицитах человек начинает чувствовать больше энергии гораздо. Но биофизика это объясняет. Что происходит внутри с гормонами, почему это... Я в самом конце подкаста предлагаю прям зачитать определенную статью, которая это все объясняет. То есть она не противоречит всему тому, что ты говоришь. Она это подтверждает просто с точки зрения биохимии. А смотри, а какая разница? Дефициты при этом, гормоны или что, если на выходе через 30 дней, значит, мы имеем по анализам восстановление состава крови, восстановление гемоглобина, восстановление показателей печени при проблемах, снижение холестерина, если он был повышен, исцеление от гипертонии. Люди там 20 лет, например, пили таблетки от гипертонии, и у врачей нет способа лечения никакого, кроме того, что пожизненно посадить человека на таблетки. А он убирает таблетки в начале каскада, у него давление приходит в норму в течение 1-2 недель, и на выходе он живет без таблеток. То есть вот если нам это дает такие результаты, какая разница, за счет чего это происходит? Обсудим, да, это тоже. Все то, что ты говоришь, по сути, это объясняется гомеостазом. Когда ты на кратковременном промежутке времени, 30 дней, по сути, это кратковременный промежуток времени. То есть, когда ты там не годами сидишь вот только на таком формате питания. Я понимаю, что потом человек возвращается в какой-то образ жизни, да, уже с более там рациональным подходом к питанию. Но вот все то, что ты сейчас говоришь, это наукой объясняется как гомеостаз организма, когда ты используешь внутренние ресурсы, пожираешь условно какую-то болячку или избавляешься от нее, просто потому что ты понимаешь, что все, у тебя есть твоя батарейка, которую ты используешь. То есть это все не противоречит. Нет, батарейка как раз заряжается, потому что вот на промежутке длительного времени происходит некий такой квантовый скачок в развитии у человека. То есть он прошел один каскад, в течение года он просто совершает такие результаты в жизни, которых у него бы без этого не было. То есть если бы садилась батарейка, да, он бы должен был после каскада чувствовать себя хуже, по идее, да, израсходовал ресурс, но нет. Во-первых, это, знаешь, такая регенерация организма запускается вот в течение этих 30 дней накопительным эффектом. И после окончания, например, вот пример приведу, там простой наглядный варикоз. Люди с варикозом проходят каскад, у них идет улучшение в течение этих 30 дней, то есть уменьшаются эти вены, там все звездочки, все дела. На выходе они, значит, переходят на ежедневное питание, а варикоз у них продолжает исчезать. То есть организм перезагрузился, включил вот эту регенеративную способность, она усиливается, стволовых клеток больше вырабатывается, и, соответственно, организм омолаживается на клеточном уровне, варикоз продолжает уходить, есть результаты фото до-после, это как бы не единичный случай. И так во многих ситуациях. И самое-то главное, что это не просто способ временно что-то там ограничиться и посидеть. Пищевые привычки, они меняются, во-первых, в процессе. Отваливается то, что человек раньше без чего жить не мог, там всякие булки, сладкие, газировки и так далее. То есть он просто не хочет. И, соответственно, на выходе у него более здоровое уже питание остается. В любом случае интуитивное.
а не какое-то рациональное. Я считаю, что это опять же миф. Как думаешь, почему именно сейчас в мире так много популярных каких-то радикальных методов контроля над собой? Это старая, кстати, парадигма, и она сейчас будет разваливаться, потому что вот контроль над собой — это стрёмная история, с моей точки зрения. Я учу людей слышать себя и не делать ничего на силе воли. Несмотря на то, что я про голодание, я вообще не рекомендую. На силе воли — это парадигма 3D-мира, где надо было себя как-то брать, что-то люди себя все меняют, а мы идеальны изначально, у нас все хорошо. Нас только научили, что с нами что-то не так в детстве там. Сравнивали с кем-то и так далее, оценки ставили. А с нами уже все хорошо. И человеку просто остается вспомнить, кто он есть, и вспомнить, что с ним уже все хорошо, что он уже идеален. И когда ты слушаешь вот именно себя, свои внутренние желания, тебе никакая сила воли не нужна, никакая вот эта мотивация внешняя, опять же. Ты просто хочешь, у тебя на это есть энергия, ты делаешь. То есть ты живешь через вдохновение, а не через боли какие-то. 30 дней прошло. Что с человеком остается, когда эта практика заканчивается? По-разному. Кто-то выходит из каскада, живет свою радостную жизнь, получив много результатов по здоровью, по энергии, поменяв состояние полностью. Могут повторять, когда хотят. Кто-то не выходит и продолжает жить в каскаде. Все по-разному. На самом деле, то есть, опять же, учу опираться на ощущения и на свое тело. То есть на психику, опять же. Что там происходит? Хочется продолжать или хочется сделать перерыв, или вообще хочется закончить там и так далее? Мне тогда стало интересно, те, кто продолжает в каскаде, что вы там едите тогда? Вот получается, у тебя 36 часов, он ничего не ест, человек. Сухое голодание, без воды, без еды, да. Дальше, вот 36 часов прошло, что он ест? Растительное питание. Это что, например? Овощи, фрукты, каши, крупы, что хотите, в принципе, только растительное, без молочки, без мяса. То есть это веганское, получается, веганское или сыроедное. Кто там к чему готов, нет обязаловок, есть только ограничение, что это растительная пища. Тогда те, кто продолжает жить в каскаде, так скажем, да, что у него происходит с мышечной массой? Мышечная масса у них, кстати, укрепляется у всех. Вот у меня она уменьшается? много. Нет, увеличивается. Но это, естественно, человек лучше бы, чтобы он двигался. В общем, фишка именно с сухим голоданием, что там сжигается лишняя жировая ткань. Там мышцы вообще никак не затрагиваются. В отличие от голодания на воде, и всяких там соках, и так как далее. вы замеряете это? Умные весы сейчас у всех. Умные весы, и все, кто там на них замерялся, там у них по параметрам всегда... увеличение белка в организме, без белка, увеличение уровня воды в организме, увеличение мышечной массы, снижение жира, естественно, и еще возраст очень уменьшается биологически. Кстати, вот эти все умные весы, у меня тоже такие есть. Типа неточные, я слышала, но в любом случае... Да, просто, насколько я знаю, если ты хочешь точно измерить, и чтобы это было правдой, то надо делать биоимпедансный анализ, вы его не делаете, да? Нет, кому надо, может, и делают, но у меня таких результатов нет. Во-первых, а во-вторых, ты же видишь визуально. Как тогда определить, что условно ты весил 80, стал весить 70? Как определить, что ты потерял жир, а не мышечную массу? Опять же, умные весы, насколько бы они не были неточными, они у всех показывают увеличение мышечной массы, снижение жира. Вот здесь я буду настаивать. Где? Потому что у тебя теория, а я говорю с практики. Я сейчас приведу пример практически. Хорошо. По поводу внешний вид же показывает, когда тело подтянулось и мышцы стали... под мышцами я подразумеваю в килограммах. Мы их же можем взвесить? Мы можем взвесить, но опять же, без умных весов я не знаю, как ты мышцы отдельно взвесишь. Опять же, биоимпедансный анализ состав тела показывает. Ты замеряешь в разных частях тела жировую прослойку. На основании этого ты по формуле выводишь, сколько у тебя состав тела в организме, жира чем сколько. Это отличается тогда от умных весов? Не знаю, надо нам с тобой погуглить. На попе-то сидеть, если, то, конечно, ничего не вырастет, это понятно. Но, естественно, надо двигаться, заниматься, тогда да, тогда есть. В общем, я скажу, мне близок твой подход по поводу того, что нужно быть в балансе. Мне близок твой подход, что ты говоришь, что надо не отделять материальное от духовного, да, так скажем. Отсюда у меня к тебе вопрос.
Почему все-таки есть большое количество людей, находящихся там на пути вот этого раздрая, да, эмоционального, да, они очень легко могут передавать власть над собой человеку, который путь нашел, который транслирует, что он гуру. Почему это происходит? Ну, как раз, когда люди в раздрае, у них нет внутренней опоры на себя, и они ищут эту опору вовне. Да даже, опоры вовне, они, конечно, не работают в целом, со временем их надо убирать, но если тебе что-то срезонировало, если ты чувствуешь какой-то отклик, да, значит, скорее всего, именно тот человек и тот инструмент, он поможет тебе, опять же, вспомнить себя и вспомнить свою силу. Потому что, в любом случае, все, что нас окружает, это наше отражение. Не зря же нам кто-то резонирует, а кто-то нет. Да. С кем-то интересно, а с кем-то нет. И здесь вот как раз либо там есть потенциал, и это тебе подходит, и ты чувствуешь интерес, либо его нет, и тебе это не интересно. Вот и все. Вот у меня вопрос тогда, как... Это прям наболевшая у меня тема, потому что у меня это... Я и вырос, грубо говоря, в доме, где это видел, у соседей. И это в моей семье произошло, когда кто-то из близких, он, проходя через не самый лучший этап своей жизни, он попадает условно под чье-либо влияние, под идеологию, под какое-то там течение и так далее. Вот. И всегда, когда я слышу когда у тебя есть отклик, меня это немножко пугает. Объясню, почему. Как тогда люди в секты попадают? Они же тоже отклик слышали. Как вот в этом раздрае, как человеку свернуть не туда, так скажем. Понимаешь, о чем я? Я понимаю, о чем ты говоришь. А что, если ему нужен этот опыт? То есть мы-то смотрим со своей точки зрения, да, со своей колокольни, как я раньше. Я же ЗОЖ занимаюсь уже больше 20 лет. Я там практики очищения все практиковала, там голодания разные до каскада. Вот. То есть я все пробовала, мне интересно было. И тогда мне хотелось тоже всем прям рассказать, насколько это прям важно, нужно. Хватит есть всякую фигню, да. А сейчас, слава богу, уже несколько лет я пришла к пониманию, что у каждого человека есть свобода выбора, и мы вообще не вправе на эту свободу выбора посягать. То есть кто мы такие, чтобы такому же, да, творцу запрещать поиграть в секту? Вот хочет он в секту поиграть, у него запрос был, может быть, на это воплощение, побыть там. И бог с ним, разреши, пусть он туда идет. То есть тут не навязывать свои вот эти истории другим людям. Потому что у каждого человека есть какие-то разные задачи, разный опыт. Вот он его и проходит. И даже если это близкий человек, который, например, разрушает себя там вредными привычками, нездоровым питанием и так далее, вмешиваться нельзя. То есть ты можешь ему своим примером показать, что можно вот так вот, можно жить и не чувствовать свой возраст. Вот чувствую я себя на 17 лет, уже 100 лет, и мне хорошо. И я вообще не понимаю, что значит там тело где-то заболело, что-то. У меня такого нет. И я показываю людям, что вот так можно. А дальше человек сам выбирает, хочет он так или не хочет. Это его личный выбор. Ты тут Вот я с тобой согласен, что каждый должен сам пройти свой путь. Но в том числе, я сейчас думаю, нас смотрит, допустим, мама. И у нее там сын или дочка. И сын или дочка попал в секту. Ей, вот как тогда, послушав нас, она что должна подумать? Не надо спасать, надо дать ей возможность повариться, так скажем. Спасать на самом деле не спасешь. Если у человека не будет такого выбора. Маме нужно заниматься собой, потому что мы на детей можем влиять, во-первых, своим состоянием. То есть вот когда с тобой все хорошо, когда ты только излучаешь туда любовь в сторону детей, у них все будет хорошо. То есть не заметишь, как он из секты вышел. То есть воздействием на него что-то решать, бесполезно. Это вот такое же насилие будет, как и во всем остальном. То есть можно его, наверное, насильно запереть где-то, что-то там, еще чего-то, но не факт, что это поможет, не факт, что он за это поблагодарит или там порадуется. Возможно, будет что-то еще хуже. В любой ситуации, вообще, где есть проблемы в отношениях, я считаю, нужно пойти и заниматься собой. То есть, потому что если вокруг тебя что-то не так идет, значит, у тебя внутри что-то не так. Занимайся внутренним состоянием, и будет тебе счастье, и вокруг все налаживается, когда человек изнутри гармоничен, в балансе, с собой дружит, себя любит, тогда и вокруг у него все хорошо.
становится. Интересная точка зрения. Я вот, кстати, сейчас тебя слушаю, наверное, я здесь согласен, что если ты себя поддерживаешь эмоционально, то ты можешь впоследствии стать опорой и поддержкой для других, даже не навязывая свое, а не просто глядя на тебя думать, блин, я хочу так же. Да. Круто, что ты любишь то, чем ты занимаешься. И было бы странно, чтобы ты как бы свое детище, своего ребенка, свою идеологию как бы не оберегала. Но я критическим своим мышлением, мужским, да, неокортексом, если ты знаешь, что мужчины в большей степени пользуются, думая неокортексом, женщины лимбической системой, и поэтому женщины больше чувствуют, мужчины больше рационально. Внесем немного душности, так скажем, в нашу с тобой беседу. Я вот что вижу, ты даже и по себе. Попробуй что-нибудь одно, тебя это вштырило, и ты потом идешь и думаешь, ничего лучше я не испытывал. Так факт в том, что ты ничего, по сути, и не пробовал больше. Поэтому справедливо ли тогда утверждать нам с тобой, что в моей картине мира ничего лучше, чем пообщаться с Дэйвом на Бали, нет. С твоей точки зрения ничего лучше нет каскадного голодания. Со стороны православного какого-то человека он скажет, ничего лучше причащения, общения с батюшкой, исповеди нет. То есть, по сути, каждый топит за свое. И справедливо ли утверждать, если человек за свою жизнь условно столкнулся с какими-то одними, двумя, тремя техниками, а их, ты сама знаешь, тысячи. Справедливо ли нам тогда утверждать, что ничего лучше нет, если мы не попробовали все, что есть, и сделаем рациональный вывод? Как ты считаешь? С точки зрения рациональности. Смотри, чуть-чуть прям отвечу издалека в плане того, что я говорю про методики работы с телом и очищения организма. Я проходила все. Ну, все, что существует, я пробовала. Поэтому по этой теме. И вот из них что, клизму каскад делала? Лучше, конечно. Слава богу, что каскад от этого избавляет. Мне в детстве мама мучила. Нет, я сама когда начинала... Какая ваша любимая клизма? Хуже касторка. Вот люди же, которые зожники, они же касторку эту тоже пьют, и я пила. Погоди, глисты ты выгоняла раз в месяц? Да вообще ужас. Не раз в месяц, конечно, не настолько, но как бы проходила. И понимаешь, это вот все такое... Детство у нас одинаковое противное. И по сравнению с ними каскад — это просто небо и земля, во-первых. А во-вторых, ну ничто из практик по работе с телом не дает такого мощного эффекта за такое короткое время. Вот. Это только про конкретно вот привести тело в гармонию, в баланс. Я не говорю, что методы там просветления, духовного развития и так далее, конечно, могут существовать разные, и у каждого они будут свои, да. Но просто именно скорость и результаты каскада, они превосходят то, что я знала раньше когда-либо. Еще наблюдаю такую картину среди людей, кто как бы условно нашел путь к себе, и они начинают быть зависимыми от какого-то человека, который типа проводник в эту штуку. Понимаешь, да, что я имею в виду? И вот вопрос в чем? Где заканчивается доверие, так скажем, к этому мастеру, к этому человеку, и начинается просто такая духовная зависимость от этого человека? Понимаешь, да, что я имею в виду? Ну, во-первых, все время нужно опору искать внутри. Да. То есть не на кого-то, а именно внутри себя. И если тебе этот способ, метод, мастер помогает эту опору укреплять, то рано или поздно ты как бы почувствуешь, что все, что пора уже в самостоятельное там плавание уходить. То есть, как правило, если не происходит внутренней опоры, если ты без этого там человека годами не можешь, то значит есть вопросики к методу на самом деле. То есть он не про опору и не про тебя, а все-таки какой-то, именно завязывание тебя на другом человеке. В общем, это про ответственность. То есть взять ответственность за свою жизнь. И, в принципе, с этого начинать, я бы сказала, надо. Любое действие, да, любой выбор в жизни нужно начинать с ответственности за себя, за свою жизнь, за то, что ты сам это все создаешь вокруг себя. И вот когда ты это понимаешь, то есть ты начинаешь уже как-то более качественно выбирать, наверное. Вот, поэтому, на мой взгляд, это про ощущение вот этой внутренней опоры. Когда ты ее уже нашел, тогда тебе становится не нужна внешняя. Тогда ты можешь уходить. Еще вот ситуацию тоже хочу разобрать, потому что тоже это вижу в людях. У меня, кстати, был опыт, когда вот я пообщался с человеком и вернул себе себя условно, да, и там вот это состояние
ну, я не знаю, как его описать, да, эйфория, наверное, по-другому ты не скажешь, когда у тебя все, ты летишь, ты левитируешь над землей, и ты просто готов в этом мире сиять. Вот такое состояние. И потом я встретился с чуваком, с человеком на одной из тусовок на Бали, там день рождения было друга, который прошел 100 айвасок. Божечки. И я увидел человека, который находится просто в тотальном дне, несмотря на то, что у него 100 опытов айваски. И когда я ему свою эту историю рассказал, у него реакция была, он так на меня смотрит, и просто потом взял и удалился, и начал меня избегать. И потом я думаю, что произошло? Вроде никак не обидел, просто рассказал все то, что я рассказывал другим людям. Говорит, у меня мурашки по коже от этой истории. Его это подавило, потому что он все никак не может. Вопрос мой. Когда человек думает, что ему какой-то инструмент помогает, да, это я сейчас к тебе как к одному, так скажем, из мастеров какой-то технологии, которая помогает человеку. Бывает ли, как ты думаешь, случай, когда человек говорит, так, мне это помогло, и мне стало легче, а на самом деле он, по сути, бежит от ответственности в своей жизни, как тот человек со 100 айвасками, который ушел, по сути, из материального мира, перестал каким-то образом проявляться в нем, живет там непонятно на что он живет, от него ушла там девушка, и он там в депрессию впал из-за этого. То есть, по сути, человек думает, что вот мне сейчас кайфово, вот я нашел там блаженство и просветление, но при этом ты смотришь на его другие сферы жизни, и он просто там бежит от ответственности. На мой взгляд, это, да, просто убегание. Это вот как люди выбирают там духовные практики, я теперь только в духовных практиках. Ну, бред. Мы живем в материальном мире. Все есть две стороны, то есть у всего две стороны, материально и духовные, друг от друга неотделимы. Если человек просто в духовном, и завис, и у него нет никакой материальной стороны, и он там как бы и вообще один, и всех бросил и так далее, он тупо, во-первых, убежал, а во-вторых, он ничего в мир не отдает. Когда материя подтягивается, когда человек отдает в мир свои таланты. Если ты ничего не даешь, то у тебя ничего и нет. А заниматься духовной практикой ради духовной практики, ну как бы бред, на мой взгляд. Ну, потому Нет, что как ты начинаешь привлекать других в эти духовные практики, чтобы они других привлекали в эти духовные. Я не про тебя говорю. Да, я говорю про вот некоторые идеологии, которые существуют. Я 100% про баланс. Духовное и материальное должно быть в балансе у всех людей, но в любом случае, потому что это дает полноту жизни, это дает, ну, ты, во-первых, делишься чем-то в мире. Я считаю, что каждый человек вообще, ну, во-первых, уникален, во-вторых, гениален, если он раскрывает свой потенциал, потому что у каждого есть чем поделиться. И вот когда человек находит свое, да, то есть он с радостью это отдает, и, соответственно, у него, конечно, материальная сторона всегда в порядке будет. Были ли случаи, может, там, не знаю, в самом начале? Вот хочу, чтобы ты прям искренне ответила, а не как человек, который любит то, чем занимается. Вот были случаи, что человек не получил, допустим, должного эффекта, на который рассчитывал, допустим, сам, и такой, ну прикольно. Ну, то есть не вот этот, вау, круто, кайф, все, я там новый перерожденный чувак. Вот были случаи, что человек, условно, не получил эффекта? Ну, бывают, но они такие единичные, вот наверное, это за 7 тогда, лет. с твоей точки зрения, это он плохо старался, либо тут где-то с методом проблемы? Проблемы, наверное, с сопротивлением, как я вижу это, когда человек... То есть у меня есть система, да, это не просто каскад, это еще система практик, через которую человек проходит день за днем. То есть они даются в определенном порядке, да, определенного уровня. То есть, опять же, чтобы вот эту причины убрать тех проблем, которые он нажил. Там, с телом ли, с жизнью, с чем угодно. То есть по причинам идем. И бывают люди, приходят, которые там имеют какое-то внутреннее сопротивление, но это редкость такая, потому что все-таки приходят в основном те, кто доверяет, да, редко кто не верит, но идет. Ну, вот, поэтому таких меньшинство. И вот если человек пришел вот с этим сопротивлением, он может просто взять и вот эти вот практики отодвинуть. То есть я буду проходить каскад, а вот это вот все мне не надо. Соответственно, если ты просто проходишь один инструмент и не берешь всю систему, то у тебя и результаты будут, ну, как бы такие. То есть, если есть, условно, у тебя все составляющие, ты все составляющие учел, человек в любом случае с результатом. Да. Бывает ли такое, что человек не возвращается к себе, ну, то есть все, он опять сильный во внешнем мире, он адекватный, он там не на дудочке сидит, теперь на улице подаяние просит. Да, вот он реально как бы вернулся, не стал фанатиком просто каким-то условно религиозным.
После «Каскада», имеешь в Да. виду? Ну, я не сказала, что они там фанатиками становятся. Ну, то есть у тебя такого нет. Я просто тебя пробиваю на сектантство. А то у меня был тут один подкаст, Нет. я его отказался выпускать. Фанаты здорового образа жизни могут быть, но я их опять же учу. Перестаньте придерживаться любых концепций, слушайте тело. То есть интуитивное питание, слушание себя, и вот живите из «хочу». Вот это мои как бы напутствия в конце «Каскада». Не насиловать, Смотри, не вот заставлять. это хочу. Типа, захотел есть, поел, но не кусочничать. Вот простым Да. языком, если, да? Мы про это тоже. говорим. Ну нет, вообще, тут как бы глобальнее, то есть когда человек все-таки занимается тем, что ему не нравится, у нас почему люди заедают все? Потому что работают там, где им не нравится, делают то, что они не хотят, надо, должен, вот это вот все навалено, и человеку нужна компенсация, то есть еда — это всегда компенсация. Это прям, как необходимость для тела, она, может быть, раз в неделю нужна была бы. А все остальное — это компенсация вот этих надо, должен, обязан, сделать то, что не хочу. Вот можно ли тогда навредить себе, следуя, так скажем, зову души, интуиции, там, как мы это называем? Нет. Нет. М-м. Хорошо, тогда давай поймем, что такое интуиция. Голос высшего я. Что это? Что это? Это твоя истинная природа, которую ты начинаешь слышать, но она говорит именно через тело. То есть тело как проводник, потому что тело врать не может, а голова может. В ней программы, убеждения, установки, там вот эта вся история. То есть интуиция из тела идет? Но не из головы? Нет, она идет от высшего я, оно как бы считается не в теле, но я не буду в теорию углубляться, тут я не сильна в теориях. То есть есть внутренний импульс, который ты чувствуешь сразу, мгновенно. То есть в ответ на что-то мгновенно ты знаешь ответ. Ну где он? Он Вот в это голове интуиция. возникает или в теле? Импульс. В теле, всегда в теле. Вот, как ты физически можешь его описать? Может быть, у других людей по-другому, но у меня, например, это работает как, если я чувствую, что да, это прям расширение, приятное ощущение, мурашки, тепло У тебя в груди. до этого ощущения мысли есть какие-то в голове? Нет. То есть оно возникает мгновенно до мыслей. Мысли приходят уже потом. А может быть, это что-то... Это вот уже мысли пошли. Интересно. Я свою точку зрения выскажу, исходя из своего критического мышления. Я в свое время очень любил читать книжки по нейробиологии. И наткнулся на одну книжку, где было описано, там доказывалось, что интуиция — это не что иное, как запоминание. Оно находится в лимбической системе, в головном мозге. Лимбическая система биологически — это рептилоидный мозг, который эволюционировал у нас по ходу дела. И он, по сути, всегда отвечал за инстинкт самосохранения. Вот. И, по сути, интуиция для большинства людей, когда у нас вот что-то, позывы какие-то, да, или что-то приходит, или вот мы в самолете, или там на самолет мы не сядем, потому что у нас интуиция какая-то. Вот. И он это объяснял с точки зрения там и генетики, и эпигенетики, понимаешь, да, о чем речь идет? Что там твое влияние каких-то генов, которые могут у тебя включаться даже по ходу жизни, может на это влиять. И, по сути, генетика, которая у тебя из поколения в поколение передается, как предки твои жили, да, эпигенетика, которая на тебя влияет, потом среда, в которой ты находишься, и поколения, которые генетически тебе потом передавались, да, в какой среде они находились, тебе передается вот этот рептилоидный, так скажем, мозг с инстинктом самосохранения, вот с этой интуицией, так скажем. И мы иногда, вот, по сути... У меня этого не происходило, да, бывает такое, типа, дежавю, но со мной этого не происходило, типа, как будто я в прошлых жизнях, там люди говорят, да. Вот он это объяснял с точки зрения того, что у нас рептилоидный мозг, лимбическая система накапливает опыты, через генетику нам это передается, и вот тут он очень интересную, на мой взгляд, мысль заложил, что очень сильно зависит качество интуиции от качества генетики и среды, в которой ты рос. Условно, возьмем Билл Гейтса, который там жил в среде богатеньких людей, у него одна среда, у него одна интуиция будет, он по-другому будет интуитивно что-то воспринимать. Возьмем человека, скажем, там, который из поколения в поколение жил не в самом благополучном районе, семье, среде, у него интуиция будет по-другому работать. Вот это просто альтернативная точка зрения тому, что ты говоришь, и то, как это объясняет с точки зрения науки. Не соглашусь я с этим товарищем научным, потому что это больше объяснение вот именно про работу мозга, как раз и про работу
вот тех установок, как раз, которые в нем есть, из поколений в поколение, своих собственных и так далее. И вообще рептильный мозг, он за страхи, да, самовыживание, страхи, это вообще к интуиции не имеет никакого отношения от слова совсем. Интуиция – это другая штука, она не от мозга зависит, это что? прямая реакция. Как мы это объясним людям? Вот теоретически даже не хочется объяснять. Лучше я практик, объясню практически. Вот если ты стоишь перед каким-то выбором, да, что-то сделать или нет, у тебя всегда есть в начале прям телесная реакция. То есть на все тело подсказывает либо да, либо нет. Вот это твоя интуиция. Когда включаются мысли, и ты начинаешь обдумывать логически, это уже мозг. А мозг всегда думает по старым шаблонам, да, в нем там все записано, заложено, память там, вот эта всякая история, и он все время сравнивает и все время ограничивает человека от развития. Вот. И поэтому первично, конечно, важно слушать тело, слушать центр, и если там ты почувствовал... Тело – это про биологию же? Тело – это про ощущения, не про биологию, не про гормоны, про ощущения. То есть если в ощущениях теле у тебя приятно, у тебя расширение, тепло, мурашки, значит, да, иди. То есть это не гормоны в тебе так действуют? Ну нет, там гормоны действуют, естественно, но это нам не важно. Почему? Зачем нам разбирать гормоны, если ты автоматически если тебе важно принять решение? Какая разница, какие гормоны в этот момент действуют? Я сейчас в конце объясню, почему мне важно. Ну хорошо. Ну да, кто привык через голову, тому важно. Я больше через чувства, как женщина, соответственно. Как распознать, когда ты не слышишь больше условно тело свое, да, а следуешь просто каким-то правилам? Понимаешь, да, что я имею в виду? Но большинство людей вообще и не начинали слышать тело, на самом деле. У них, во-первых, есть определенные убеждения, что вот так вот надо кушать, что обязательно вот надо мясо, например, есть, белок там нужен или еще что-то. И это вообще не прослушивание тела, да. Опять же, есть привычки, там, люблю пиццу, не могу жить без пиццы, да. Привычки, микрофлора. То есть человек, который не практиковал что-то связанное с телом, там йога, спонтанные танцы, разные вещи, где внимание в теле, где ты чувствуешь, как тело себя чувствует, вот эту историю. Или практики голодания, опять же, где еще больше контакт с телом тоже проявляется, то, скорее всего, он плохо слышит свое тело. То есть он не понимает, что тело хочет. И вот это вот постоянное... У нас же люди очень... вообще живут так, что они боятся своего тела. Вот как только с ним что-то не так, человек что делает? Побежал к врачу за таблетками. Потому что большинство... Кто-то до того страдает. Думает, что само пройдет. Так лучше, на самом деле, чем бежать за таблеткой, потому что, по факту, таблетка, она не дает излечения тела, она просто отключает сигнал, и ты продолжаешь себя разрушать, просто ты не чувствуешь уже боли. То есть тело, оно вот с нами всегда разговаривает, всегда. То есть в каждый момент времени у нас есть в теле ощущения. Вот если ты его чувствуешь, то ты как бы это чувствуешь. Ты можешь различать, действительно ли у тебя чувство голода или у тебя там эмоциональная какая-то история. Там. То есть вот это становится очевидным. Вот. И где привычки, где тело, это тоже по-разному воспринимается. Но чтобы вот начать слышать, нужны какие-то телесные практики все-таки. Вот тогда, возвращаясь к нашему с тобой общению по поводу страха, это не... Интуиция, вернее, это вообще не про страх, да, как ты это видишь, да? Но вот бывает ли такое, что внутренний голос, да, это просто как раз-таки старый страх какой-то просто, который в красивую обертку обернут, и человеком управляет на самом деле страх? Смотри, интуиция, она не работает через страх. То есть она либо говорит себе «да», либо «нет». То есть там нет... Эмоции страха – это всегда мозг. То есть в ответ на мысли. То есть страхи у человека возникают, когда он что-то думает. Гормон страха? Нет, он не так называется. Есть же. Они вырабатываются в ответ на мысли. То есть человек сначала какую-то фигню думает, у него вырабатывается гормон, страх, и вот это вот вся история. То есть на мысли. А интуиция, она не мысли. Это телесная реакция. Как ты отвечаешь тем, кто говорит, что вот этот способ, метод – это очередная просто манипуляция над собой? Вот такого мне не говорят, но прям бывает пишут. Скептики какие, что говорят? Нет, скептики что говорят? Без воды нельзя, без воды умрешь. У нас вот в учебнике написано, 3 дня без воды умрешь. Я под манипуляцией имею в виду, что
они воспринимают твои аргументы, когда ты говоришь, вот условно у меня там уже 20 лет практики, столько-то человек прошло, у всех все ок. И приводишь пример, что улучшается. И они тебе говорят, ну, это все манипуляция, условно, всеми этими плюсами, которые есть. Нельзя без воды, у тебя будет обезвоживание, у тебя будет электролитный баланс наружный и так далее. Что ты им говоришь? Ну, нет, так нет. У вас не работает, а у нас работает. То есть человеку не навяжешь того, чего ему, в общем-то, не нужно. То есть это просто не твоя аудитория? Да на самом деле, вот я сейчас просто пытаюсь вспомнить, когда это был последний раз, как будто уже давно. Вот прям свежих случаев у меня нет, но частенько такие вот комментарии про то, что нельзя, значит, голодать почки, нельзя, значит, голодать, если камни в желчном. А я говорю, ну вот у нас результаты, пожалуйста, камень в желчном рассосался, 2 сантиметра был камень. Ну, то есть, как бы... А врачи обязательно скажут, что нельзя. Я говорю, у врачей нет практики голодания, то есть у них нет опыта в голодании, они ничего про него не знают, кроме каких-то теорий, которых сейчас, им кстати, научили. по-моему, вот я вижу, но что есть начали люди, говорить. которые, да, делают, и это прям единицы, а в большинстве, в большой массе, они будут запрещать. А по факту у нас ЖКТ, он не может восстановиться, если пищу не убрать. То есть как любая рана, ну вот какие-то гастриты, да, там у человека какие-то проблемы в желудочно-кишечном тракте, и гастроэнтерологи им рекомендуют есть 5 раз в день. То есть у тебя там, значит, и так травма какая-то, ну то есть если это гастрит, то это воспаление оболочки желудка, и ты должен есть 5 раз в день. То есть у тебя постоянно там кислота, значит, желудочный сок, пища, и вот это все не прекращаясь там, каким образом должен гастрит-то заживать в этом случае, это вот просто полный бред. И поэтому, ну, в любом случае, какие бы ни были проблемы в ЖКТ, нужно убрать еду, чтобы оболочки начали восстанавливаться. Это прям... первокласснику, понятно, мне кажется, должно быть, но у нас вот есть такая концепция, что нельзя. Ну, а по факту результатов полно, и вот людям просто показываешь результаты. Ну, если они их не видят, ну, уже все, значит, ваш выбор. Как считаешь, к себе можно прийти без лишений, к своему «я»? Можно. Я никогда не занималась лишениями, и я пришла к себе. Пришла к себе изначально, когда приняла решение делать только то, что я люблю. Это было в 2015 году. Хотя я уже до этого йогу преподавала с 2009 года, но вот именно только ей заниматься я разрешила себе в 2015, потому что мне это нравилось, и люди там тоже радовались, и все, в общем, было так хорошо. Вот. И когда я только стала заниматься тем, что люблю во всем, все вообще перевернулось, и только лучше здесь, и лучше. Я твою идеологию понимаю, я ее разделяю. Когда ты, условно, понимаешь, что для тебя лучше. Вот, например, я там с октября месяца решил вообще алкоголь сейчас не пить. При этом я не исключаю случаев, что может быть какой-то этап в моей жизни, либо какое-то событие, когда я там, не знаю, на берегу моря с женой захочу там бокал вина выпить, условно. Но я в какой-то момент понял, что вот на текущем периоде жизни для меня это лучше. Со стороны люди думают, что я сейчас на жестком каком-то самоконтроле, лишении и так далее. Я имею в виду вот это привычное представление у людей, что, блин, вот он там лишает себя там, еды, воды на 30 дней, а кто-то и дальше там продолжает в таком формате как бы практиковать, да, в своей жизни. Вот для таких людей лишение, я подразумеваю это слово. Понятное дело, когда ты осознанно к чему-то подходишь, для тебя это благо наоборот. Но вот если брать условно этот принцип как метод, да, вот без него, без такого метода, можно ли как-то к себе прийти? Но сейчас уже я знаю, что можно. Только большинству людей все равно понадобятся какие-то определенные условия, чтобы себя начать слышать, по крайней мере. Да? Это очень помогает развернуться к себе и себя начать лучше слышать. Потому что пока ты в плену своих привычек, ты там, тяжело. Вот. Но есть, и можно и без этого. Сейчас вообще все можно. Мы в интересное время живем. Да вот представим, сейчас нас люди послушали, и такие, ага, медитировал, на ретритах был, но чувствую себя вяленько. И он такой, попробую голодать. И уже сейчас нас смотрит и уже сел на это голодание. В моей картине мира, я думаю, что это самое хреновое, что может произойти, потому что я убежден, что все-таки всякие манипуляции с организмом, они должны происходить как минимум под наблюдением того, кто знает, как это делать правильно, да, и
Ну, чтобы себе не навредить. Кто самолично пытается как бы затестить этот вариантик, что ты думаешь насчет такого способа? Есть, и пишут в комментариях частенько мне тоже такие Попробовал люди. и умер. А что сложного? День ешь, день не ешь. Но на самом деле каскад, он, во-первых, очень сильно отличается от разовых голоданий, потому что все-таки это системная такая практика, когда ты каждый день входишь в голод и выходишь из голода. И это тоже надо понимать, Правильно надо зайти, знать правильно выйти, да? зайти, выйти, но это тоже только минимальный, что нужно знать. Потом в теле происходят разные процессы. Исцеление часто идет через обострения разные. Человек этого знать не может, который первый раз идет. И, естественно, это все как могут быть неприятные негативные моменты, так и страхи, и опять идет борьба с собой и насилие. Вот вместо такого опыта лучше вообще ничего не делать, да, чем делать через вот такую пень-колоду. Потому что, да, действительно, сначала лучше обучиться, понять, как это делать грамотно, пройти это все на собственном опыте, получить лучшие результаты, закрепить в мозгу нейронную связь, что это приятная практика, а не насилие, не какие-то проблемы. И уже потом использовать сколько хочешь в самостоятельном плавании, когда ты умеешь. Поэтому да, у меня же люди проходят с сопровождением кураторов, медика, то есть за ними смотрят, им дают рекомендации индивидуальные, им помогают в первые дни преодолевать состояния разные, опять же, которые связаны тоже с состоянием тела, с количеством токсинов, с которыми человек пришел и так далее. То есть чтобы ему было максимально легко, комфортно, потому что ведь каскад, он, кстати, очень классно в обычную жизнь встраивается. То есть человеку не нужно для этого куда-то уезжать, уединяться, в отпуск уходить. То есть он работает на работе, он живет своей обычной жизнью, тренируется, у всех свои какие-то занятия, и это очень классно встраивается в ритм жизни. Поэтому, и чтобы было приятно еще, конечно, надо учиться, чтобы не было никаких подводных камней и побочек. Но я правильно понимаю, мясо категорически нельзя? На каскаде нет. Ну почему? Я тогда не попробую. Ну смотри, можно же договориться с собой, что на 30 дней ты идешь в этот опыт. И проходишь его так. Потому что тогда, когда тело у нас постоянно находится в режиме входа-выхода из голода, то есть оно достаточно в таком открытом, уязвимом состоянии. Мясо все-таки тяжелая еда, она переваривается сложно, долго. И чтобы эти процессы шли легко и не тормозились, и не мешали, опять же, обновлению организма, да, мы идем на легком питании, на растительном. После каскада уже, пожалуйста, сам выбираешь, как питаться. Скажу, как есть, чтобы тоже ребята меня услышали. Мне очень близка твоя идеология в плане, что нужно поддерживать свое состояние, что ты сам ответственен за это, что ты сам должен быть опорой для себя, и все, что вокруг тебя окружает, в первую очередь должно тебе помогать вернуться к опоре в себе самом, так скажем. Все, что условно является уже таким зависимым для тебя, да, что ты не можешь без этого человека, не можешь без этой какой-то штуки и так далее, то это все-таки больше какая-то манипуляция. Это мне все очень близко. Но сейчас столько появилось, конечно, разночтений и разных идеологий. Условно, все мы сидим в запрещенной грамме, да, смотришь одного какого-то доктора ли, или какого-то идеолога каких-то течений, так скажем. Один говорит одно про мясо, другой по карнивар-системе, вернее, про мясо один говорит веган, что это плохо. Смотришь другого человека, тоже уважаемого, он про карнивар диету рассказывает, как это круто, и все растительные, наоборот, выбирают. Дальше одного слушаешь, он говорит условно про БАДы, что без них никуда. Третий, с другой стороны, слушаешь, что да это все не доказано, да, и он тоже уважаемый нейробиолог, сейчас ждем его в гости. Я это все слушаю как просто потребитель контента, через который я с чем-либо сталкиваюсь. Я сижу, думаю, что мне делать-то, как мне выбрать-то, куда мне идти и так далее. И это сложно. И как раз-таки, наверное, как ты говоришь, слушать себя, свое тело, что тебе действительно откликается, наверное, это, единственный способ, как, что-то выбрать, попробовать, не понравилось, попробовать другое и так далее.
Вот. Это то, что я хотел сказать. Ты что-то хочешь добавить на мою реплику? Ну да, только ты можешь знать, что нужно тебе и твоему телу. Никто извне, ни один другой человек, с каким бы он там опытом и багажом знаний не был, никогда не знает лучше тебя, что нужно твоему телу. Поэтому только через свой опыт можно понять, что ему нужно, как питаться, как жить там и так далее. Хочу с тобой поделиться и со зрителями, которые нас смотрят. Когда я столкнулся с экзистенциальным кризисом, как уже потом выяснилось, что это он был, и проходил как бы этот путь, и когда я писал свою книгу, то для меня, во-первых, там написание книги это было лучшей терапией, и я для себя на многие вопросы ответил. И вот как раз мой пытливый ум, который пытался... Ну, то есть я всегда был такой рациональный и так далее, а тут со мной происходит эзотерика, в прямом смысле этого слова. То есть как я туда попал, к этому чуваку, что со мной до этого произошло. Вот это реально, если фильм снять по этому сюжету, это просто будет отвал башки. И я когда вот сейчас даже вспоминаю, у меня вот мурашки по коже, как это все произошло и то, что сейчас со мной стало происходить. Но как человек читающий, изучающий и пытливый, так скажем, ум, я пытался себе объяснить, что со мной произошло с точки зрения физиологии и с точки зрения меня как биологического существа. Вот хочу с тобой поделиться. Должен сказать, что за сутки до разговора с этим человеком я отравился. И я день ничего не ел. Смотри. И сейчас я тебе зачитаю, как биофизика объясняет процессы, которые мы называем эйфорией, которые мы называем каким-то религиозным просветлением, ну, вот этим состоянием высшего «я», условно. Это точка зрения, которая, как утверждают наука, доказана на опытах там и так далее. Переходим к блицу. Какой лучший совет ты получал за свою жизнь? У меня на самом деле вообще так по жизни складывается, что у меня нет никаких кумиров. Я как-то на себя всегда опираюсь. И... А, кстати, совет может быть от самой себя. А вот совет от самой себя — это, во-первых, мое лучшее решение было в йогу пойти, а во-вторых, это вот заниматься тем, что я люблю. Это прям было самое то, что нужно, и в точку. Как нужно начать день, чтобы прожить его радостно? Лучше с контакта с телом, с какой-то физической практики. Причем не любой, а той, от которой тело радуется. В какой момент ты поняла, что готова подвергнуть телу настоящему испытанию и почему-то испугалась этого? Самый страшный опыт у меня был: я боюсь высоты. И я прыгнула в какой-то день там с этой вот штуки на веревочке, да, с 16-этажки недостроенной. Почему муж мне так говорит: пошли прыгать. Я такая: я боюсь. Он говорит: пойдем. Ну, пошла. Иду такая, боюсь, лезу на этот 16-й этаж, причем последний этаж, там лестница вообще такая приставная. Залезаю, у крыши нет бортов. Надо было встать на дощечку, вообще краешки носочков должны были выступать, когда меня пристегнули. Это было просто вообще... И я ни минуты, ни секунды не задержалась, я сразу прыгнула. Мне еще тогда кричали вообще без тормозов. Это было страшно, да. Какая часть твоего подхода до сих пор вызывает у тебя сомнения? Нет сомнений. Что тебе в себе самой пришлось перестроить, чтобы другие начали тебе верить? Не пришлось перестраивать. Я за честность всегда и говорю всегда то, что думаю. И люди доверяют на самом деле, потому что это видно. Что люди совсем не понимают, когда ты им говоришь про каскад? Интересно. Вообще, у меня есть ощущение, что я доношу до людей то, что нужно, простым языком, у меня это получается. Но есть момент, когда люди не понимают, что важна вся система. То есть не только каскад проходить, а все практики, потому что именно это дает комплексный результат, стабильный, и убирает причины вот этих вот дисбалансов и баги в мышлении. А если просто пройти каскад, то результаты будут только по физике в основном. Какой жесткий урок ты получил от своего же метода? От своего метода жесткий урок?
Не знаю, мне кайфово в каскаде было с самого начала. Последнее время я, конечно, не так часто это делаю, просто прислушиваюсь к телу, тело отлично себя чувствует, и потребностей каких-то особых нет. Даже не скажу, что мог быть какой-то жесткий урок. Пока не было ничего такого. Фраза услышанная или прочитанная из последних, от которой у тебя мурашки по коже? А можно несколько строчек? Конечно, с удовольствием. Мы любим такие. У меня просто пришел тут недавно текст «Первой скрижали Бога». У меня от него мурашки прям от кончиков пальцев ног до волос. Так. Вот хочу его прочитать. Типа это истинный текст, не переложенный уже там в других источниках, а вот как пришел. «Возлюби себя, ибо ты есть я, наивысшее воплощение Творца Предвечного. Возлюби другого, ибо он, как ты, и лишь в единении ваша сила. Возлюби этот мир, ибо ты в нем Творец, и силой воли твоей совершается преобразование всего. Возлюби меня, ибо все есть я». Кайф. Меня от нее прям вообще... В каком эмоциональном состоянии должен быть человек, чтобы создать финансовое состояние? В состоянии радости и вдохновения, потому что когда мы делаем то, что любим, у нас как раз вот это вдохновение, и, соответственно, финансы тоже здесь же лежат. Поддерживаю. Ребята, это был подкаст «Состояние». Спасибо вам огромное, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напоминаю, что наш с Аллой разговор будет в виде чек-листа подробного со всеми советами, всеми идеями в моем телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь. Ну и, как всегда, увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.